Всем большой привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Градостроительный симулятор, очень милый на вид, вобравший в себя механики Анно. В антураже сказки это все о Fable Dome. О нем и поговорим сегодня. Очень буду рад вашим лайкам и подпискам. Вступайте в сообщество в Discord. Спасибо вам. В Fable Dome вам предстоит построить свое сказочное королевство. Мы выбираем один из регионов и начинаем его обустраивать. Населять его будут не люди, а вот такие басни. Вам предстоит строить для них дома и обустраивать их, чтобы в королевстве жилось хорошо. Особенностью строительства домов будет то, что у каждого есть свой приусадебный участок. Вы можете построить на них собачью будку, пчелиный улей, посадить фруктовые деревья, построить теплицы, курятник. Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир. Каждая постройка будет приносить свои бонусы, добавлять привлекательности или производить немного еды. По мере расширения поселения количество приусадебных построек вырастет. У жителей будут свои потребности, поначалу скромные. Вам предстоит построить инфраструктуру будущего города. Для начала предстоит разместить систему складов, наладить добычу угля, дерева, камня и засеять поля для фермы. Ферма выращивает тыквы и пшеницу, но пока в полную силу заработать не сможет. Дело в том, что жителей пока у вас будет мало, поэтому надо будет их грамотно распределить по рабочим местам. Первая задача — подготовиться к зимнему сезону. Для этого нужно запастись угля для отопления помещения и достаточно еды. В игре есть смена времен года, и игроку надо следить за тем, какими работами заняты жители. Зимой на фермах работы нет, а угля требуется много для обогрева жилищ. Как только население достигнет 10, то поселение станет селом, и для строительства откроются новые возможности. Станут доступны улучшения для зданий. К этому времени вам на выделенном участке станет тесно и можно расширить его, купив за монеты участки рядом. Можно будет улучшать дома, сделав их многоквартирными, но в них будут также селиться крестьяне. Появится и новый тип жителей – горожане. Жить в одном доме и даже рядом с крестьянами они не захотят, и запросов у них будет побольше. Знакомо по Анно, правда? Горожанам нужно веселье и канализация. Для этого возводите таверну и расставляйте столики, пока будут доступны грубые сколоченные из досок столы. Около домов размещайте водостоки, а также открывайте для поднятия настроения уличные театры. Станет доступным проведение фестиваля. Горожане не будут браться за работу в рудниках и на фермах, но с большой охотой поработают в больницах и будут трудиться в палисадниках, чтобы город стал уютнее. Выращивание цветов станет доступно после того, как вы попытаетесь завоевать сердце правителя по соседству. Собрав все силы и ресурсы, вы сможете возвести для своего принца или принцессы сказочный замок, который будет гордо возвышаться над городом. Таверна привлечет в город сказочного героя. Эти герои только и приходят в таверн пиво хлестать. Герой поселится у себя в штабе героя. Вы можете посмотреть его параметры и экипировку. Экипировку получше он сможет достать во время заданий. Они будут появляться на карте. Нужно будет отправлять туда героя, чтобы он разобрался, в чем дело. Как только герой совсем разберется, вы получите награду. Помимо таверн и театров, можно улучшить ферму и собирать больше урожая, засеять пшеницу, возвести мельницу и пекарню и выпекать хлеб. Гильдия гонцов даст возможность познакомиться с соседями. К сожалению, дипломатические отношения пока чисто формальная часть игры. Вы можете с соседями дружить, обмениваться подарками, но опция войны пока недоступна. Игра находится в раннем доступе, и следующий на очереди военный контент. Если хочешь, чтобы я продолжал следить за игрой, напиши мне об этом в комментариях. И не забудь подписаться на канал, чтобы видео не пропустить. У игры есть уже длинная карта обновлений. Неизвестно время их выхода. Чтобы открыть весь имеющийся контент, на данный момент вам понадобится часа 2-3. Но продолжить расширять постройки вам никто не запрещает. Если вам нравится, как игра выглядит, эти миленькие домишки, украшения, пузатые жители, неспешно шагающие на работу, игру определенно стоит купить. На фоне играет
играет полностью гармонирующая с происходящим веселая сказочная мелодия. Не такая, конечно, как в мультиках Pixar или Disney, красивая и спокойная. Изредка она прерывается кукареканьем, хрюканьем, лаем, стуком кирки, топора или лязгом пилы. Все очень уютно и мило. Да игра и не пытается сделать революцию в жанре, внести в него что-то новое. Самое интересное в ней — это ее сказочная обертка. Теперь о багах. За игру бывали баги, когда игра не давала на свободных участках размещать строение, лечится перезагрузкой. Что-то странное происходит с ускорением времени. При переходе в меню планирования или дипломатии по возвращению время не возвращается в ускоренный режим, а течет нормально. Приходится снова ускорять. Игра уже вышла в ранний доступ. Перевод на русский язык у нее есть. Пока-пока и не бомби по пустякам.